Девы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И сегодня мы с вами смотрим ваш таро-прогноз на апрель 2024 года. Весна в самом разгаре, дарит позитивные и радостные эмоции, события. Поэтому посмотрим, чем она знаменуется для вас и какие перемены в вашей жизни произойдут. Тем более, что апрель для нас является важным месяцем, так как идет коридор затмений, который завершится у нас 8 апреля. Поэтому и энергия этого коридора затмений непосредственно будут влиять на многие сферы вашей жизни. Мы с вами приступаем. Настройтесь, пожалуйста, на расклад и получение информации. Итак, девы, основная энергия, работа, финансы, здоровье, личная жизнь и рекомендации от карт. Смотрим, что у вас здесь на повестке дня. Итак, общие энергии месяца. Ложится здесь прекрасный аркан, паж чаш. Это энергия радости, любви, воодушевления. Потому что паж чаш, что он всегда позитивные эмоции. Для кого-то это творческие процессы, у кого-то вопрос влюбленности и симпатии, у кого-то новое хобби и увлечение. Но в целом это аркан, который говорит о том, что, знаете, как радость в душе, бабочки в животе у кого-то. Ну, то есть основной посыл – это то, что есть внутренний свет. Ситуация, на чем фокусируется ваше внимание, чем вы хотите заняться, от чего вы получаете удовольствие. У кого-то, повторюсь, это дети, внуки, у кого-то новые увлечения. Посмотрим, в какой нише этот аркан прозвучит в большей степени. И у нас здесь ложится королева монет. Итак, для кого-то это будет положительное знакомство, взаимодействие женщины земной стихии, телец, дева или козерог. Отношения могут быть как в личном ключе, так и в деловом, дружеском. Но в любом случае это, знаете, как радость, расположение, увлечение, потому что человек будет нести вам какие-то благоприятные, радостные эмоции, и у вас появится воодушевление. То есть к чему-то большему идти, достигать, увеличить свои финансовые потоки. То есть здесь действительно такая необъятная радость. Если не брать этот аркан как персонифицированный, а в целом как энергии месяца, то это радость от того, что появляются свободные ресурсы, которые вы можете тратить на свои хотелки, на свои увлечения, на свой чек-лист желаний, то, что у вас там прописано, то есть порадовать себя любимых. Если смотреть вопросы работы, у нас здесь ложится шестерка жезлов. Карта победы, цели, достижений, новых возможностей, потому что шестерка жезлов – это активное движение, прорыв. Это карта триумфа. В особенности, если ваша деятельность предполагает какие-либо конкурсные соревнования, участие, может быть, в каких-то, в первую очередь, кастингах, потому что у всех разная специфика деятельности, или вы должны выиграть какой-то проект, то здесь однозначно вас ожидает успех. Посмотрим, о чем говорит этот аркан для тех, кто сейчас не работает и работать по ряду причин не может. Итак, для тех, кто у нас домохозяйки, пенсионеры, неработающие студенты. Двойка монет – это попытки балансировать в текущей ситуации, которая сейчас находится в вашем обществе. А что именно? Смотрите, у вас здесь ложится восьмерка мечей. Вы понимаете, что вы сами себя по своей инициативе запираете в какие-то ограничения, в какую-то клетку. Не даете себе возможность расправить ваши крылья. То вот здесь по двойке монет, несмотря на ваши колебания, быть или не быть, вот в чем вопрос, это пусть и первые, но робкие шаги к каким-то действиям. По принципу я попробую. Получится? Прекрасно. Не получится? Ну что ж. Да, в чем-то я, может быть, буду разочарован, но я буду действовать. И вот именно это первые вот эти вот ваши шаги, баланса, новых проб, они дадут семена успеха. Поэтому действуйте, пробуйте. Вне зависимости от того, сколько вам лет, потому что очень часто мне пишут, а где здесь информация для тех, кому 65 или там 60 плюс? У меня каждый день одно и то же. Ребят, то, что у вас каждый день одно и то же, зависит только от вас самих. Вы дистанционно можете обучаться, вы дистанционно можете освоить какие-то навыки, знания и работать дистанционно. Вы можете сделать так, чтобы хоть каким-то образом увеличить ваш собственный доход и открыть для себя новые грани финансовой свободы. То есть больше себе позволять куда-то поехать, что-то купить, вывести свою жизнь на новый социальный уровень. Но здесь в ваших руках. И ваше неверие в себя, низкая самооценка, они как раз здесь очень тонко звучат. То есть над этим нужно работать. А мы с вами смотрим ситуацию
для тех, кто является соискателем. Что здесь? И здесь у нас ложится 8 жезлов. 6 жезлов. Это может быть как вызов, допустим, трудоустройство международной компании. Вас пригласили на работу в другой город, в страну, может быть, вообще там на другой континент. Опять же, это может быть работа дистанционного плана или работа, которая каким-то образом предполагает нишу логистики. Логистики, грузоперевозок, просто перевозок. То есть не обязательно, что вы можете быть там дальнобойщиком или работать в такси, вы можете быть оператором в какой-либо логистической службе. Но здесь это действительно то, что вам дарит удовольствие. В особенности это будет благоприятный месяц для тех, кто ищет работу стюарда. Неважно, наземного, как говорится, транспорта, воздушного или морского. Но здесь, тут, знаете, как пришло предложение, интересная вакансия, от которой не стоит отказываться. И если смотреть ситуацию для тех, кто у нас является наемными сотрудниками, то на повестке дня, как мы видим, у нас ложится рыцарь чаш. Но это фактически подарить свое сердце. Карта, которая говорит о том, что будет очень интересное предложение, от которого грех будет отказаться. Почему? Потому что вы находите отклик в своем сердце. То, чего вы давно ждали, то, чего вы давно хотели, и то, что вас воодушевляет. В особенности могут быть интересными и продуктивными плановые командировки, какие-либо поездки, потому что здесь вы сможете совместить приятное с полезным. У тех же, кто владеет собственным бизнесом. Так, у нас здесь на повестке дня 6 чаш. 6 жезлов, 6 чаш у нас говорят о следующем. Либо вы можете возобновить деятельность с какими-либо вашими бизнес-партнерами, или вновь пригласить специалистов, с которыми ранее сотрудничали. Ну, допустим, специалист, который приходил, там, делал оценку или выполнял какой-то, знаете, ограниченный объем работы или какой-то проект. То есть вновь обратиться к ним за услугами. Или, возможно, люди, которые по ряду причин уходили из вашего предприятия, там, в декрет или переезжали, то есть вы можете обратно взять их в штат. Потому что здесь это как радость от общения, от коммуникации и от взаимодействия с этими людьми. То, что касается финансовой стороны вопроса, но здесь все прекрасно, карта сила. Есть ресурсы, вам все по плечам, вам все по силам. Улучшение и укрепление вашего финансового положения. Поэтому это само по себе замечательно. Никто не говорит, что это будет удаваться легко или деньги сами будут течь рекой, но приложенные вами усилия, они дадут невероятный результат. Вопросы состояния здоровья. Карта умеренность. С одной стороны, вроде бы все в балансе, все прекрасно, но с другой стороны, это прямое указание на то, чтобы здесь скорректировать баланс сил. А именно, для кого-то скорректировать режим работы, отдыха, режим дня, вопросы питания, вопросы физических нагрузок. То есть и так, чтобы не было какого-то перенапряжения, перенагрузки, но и вместе с тем, чтобы вы не были каким-то, знаете, там тюленем, который лежит на диване. То есть все должно быть в меру. Вот вопрос баланса, и, кстати, это может быть касаться и вопросов профицита или дефицита тех либо иных витаминов, макроэлементов в вашем организме. То есть если необходимо, консультируйтесь с врачом, сдавайте соответствующие анализы и смотрите, что нужно подтянуть, над чем нужно поработать. Вопросы личной жизни. А вот вопросы личной жизни не совсем радуют. Почему? Потому что здесь ложится 5 мечей. Ситуация из раненого сердца. Почему? Здесь основная причина, что кто-то может не соответствовать вашим ожиданиям, вашим планам или вашим целям. Так ли это? Мы сейчас посмотрим и раскроем эту ситуацию. Итак, для тех, кто на данном этапе жизненного пути у нас с вами свободен. Вам ситуацию разбивает ваше сердце застой. Потому что рыцарь монет — это когда длительный период ничего не меняется. Вам уже хочется влюбиться, вам хочется счастья, вам хочется эмоций, а все нет на горизонте того партнера или партнерши. И, конечно, эта же ситуация угнетает. Но вот вам как основной призыв, основные энергии месяца. Здесь ложится паж чаш. Для того, чтобы получать любовь, научитесь ее дарить тем, кто в ней нуждается. Начните с малого. Уделите внимание человеку, который одинок, который, допустим, пожилой, у которого нет детей, или его редко кто-то посещает. Или, может быть, дарите эмоции, радость там, детям в детдоме, подарками, вниманием, времяпрепровождением. Или просто тем людям, которым нужна ваша помощь, поддержка, какие-то эмоции. Потому что дело это безвозмездно, так или иначе, но вы привлекаете любовь в свою жизнь. И появится тот человек, с которым у вас будет эмоциональный резонанс. Так, смотрим
О чем будет идти речь для тех, кто у нас в любовных треугольниках. А у нас здесь на повестке туз жезлов. Это прямой акцент, что нужно будет рвать какие-то связи. Почему? Потому что у вас здесь будет новое увлечение. И как следствие вы понимаете, что кому-то будете делать больно, разбивать чье-то сердце, но по-другому поступить вы здесь не сможете. Если вы в стабильных союзах, то 5 мечей и 9 чаш. Так, я сейчас хочу раскрыть. Это касается вас. Это касается вас, потому что 9 чаш и туз чаш. У вас может быть новое увлечение, как в прямом смысле слова в плане личных отношений, то есть увлечься кем-то или чем-то, так и второй момент, в более позитивном ключе, в позитивном аспекте. Это все свое время тратить на какое-то хобби, на какое-то дело, которое вам приносит массу радости, счастья, эмоций, наполнения. И как следствие ваш партнер или партнерша будет ощущать себя обделенными вашим вниманием, лаской, любовью, заботой. Это может не совсем положительно сказаться на ваших отношениях, поэтому будьте здесь внимательны. То, что касается рекомендаций. Ну вот 3 мечей, это, знаете, как указание, не разбивайте кому-то сердце. То есть постарайтесь в любом случае, если вы выходите там из того же треугольника, сделать это мягко, насколько это возможно. Или если вы находитесь в стабильном партнерстве, то это указание на то, что увлечение увлечениями, хобби там, или обучение, но не забывайте про то, что вашей второй половине нужна помощь, забота, понимание, распределение, может быть, каких-то бытовых обязательств и просто какое-то, знаете, искреннее доброе слово, потому что 3 мечей – это ситуация, когда вы можете быть нарочито в чем-то резкими или грубоватыми, или, может быть, срывать какие-то свои эмоции негативные, да, хотя человек в этом не виноват. То есть здесь больше как бы следите, контролировать себя в этих моментах. Если же вы свободны, то 3 мечей – это в первую очередь подари любовь и радость тем, кто также одинок или также страдает от нехватки внимания. Раздели с ним эту ношу, и ты увидишь, как залечится твое израненное сердце, и в нем расцветут розы. Смотрим, о чем говорит неожиданность периода. Какова здесь ситуация? Но у вас здесь даже карты, понимаете, они вторят друг другу, знаете, повторяют вот то, что мы с вами видим в раскладе Таро. Почему? Потому что здесь ложится карта одиночества, мудрость и поиск. Вот в особенности это вот четко идет для тех, кто свободен. То есть не думайте, что вы одни в этой вселенной. Есть и люди, которые также вам готовы дарить свою любовь, тепло. Подарите это внимание тем, кто одинок. Проявите мудрость, подарите кому-то свет, радость, вкус жизни. И тогда, знаете, как не придется никого искать, потому что карта поиска, ваше счастье найдет вас само. Если вы в любовных треугольниках, все равно постарайтесь не ранить человека, мягко как-то обрисовать, озвучить, подвести к тому, что завершается, скажем так, ваши отношения, ваш союз, и что здесь или человеку нужно быть в поиске, или вы уже определились со своим выбором. Ну а для тех, кто у нас в стабильных союзах, это прямое указание, что не оставляйте свою вторую половину в одиночестве, проявите мудрость и дайте человеку или разделить с вами радость того, что вы обрели, то есть хобби, увлечение и так далее, да, то есть подарите этот вкус жизни или помогите человеку найти себя и свое увлечение. Ну, я не говорю про увлечение на стороне, я, конечно, говорю о хобби, о реализации, о каких-то новых возможностях. Как по мне, шикарный месяц. Тем более посмотрите, какие у вас здесь ложатся потрясающие арканы. Мы с вами так и закроем. Пусть энергии этого месяца вам идут в плюс. А вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать, напишите, как по факту отозвется, отыграется информация, какие перемены произойдут. Для тех, у кого есть, возможно, какие-то личные вопросы по чтению карт, Таро и так далее, я вас приглашаю в свои инстаграм-эфиры. Зачастую там я даю ответы на подобные запросы на такую тематику. Ну и, в принципе, в инстаграм вы сможете для себя подчеркнуть еще много интересного относительно того, что мы с вами разбираем в прямом общении. Я вас благодарю за то, что вы остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. Услышимся в следующих видео.